Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья из вечерней Варны. Я нахожусь у портала входа в Морскую Градину с бульвара Сливница. Вот бульвар Сливница за моей спиной. И сейчас я разверну камеру, и вы увидите спуск к морю. Очень красивый. Красоту дополняет вот этот человек, музыкант, который играет на гайде. Гайда — это национальный болгарский инструмент. Это как русская волынка, молдавский и румынский чимпой. Вот здесь за моей спиной портал. И спуск вот прямо туда. Спуск на городской пляж. И там морская терраса, то, что мы уже с вами снимали. Прямо перед нами солнечные часы. Болгары называют это часовник. Часы, потому что часовник Морская Градина, они подразумевают вот эти солнечные часы. Вот в этой грядке с тюльпанами. Грядка с тюльпанами, да. Вот такой вот вид открывается, когда за спиной море, на бульвар Сливницу нам с вами. Да. Вот этот портал такой интересный. Если хотите, можем подойти поближе, лучше услышаться вам ноты болгарской гайды. Сейчас вот люди кидают музыканту пожертвования. Видите, как он играет красиво. Вот туда, в ту сторону, красивая аллея. С правой стороны у нас получается морское казино. Морское казино, вы уже знаете. Это старая постройка. И вот здесь надпись. Но она не пресловутая, как во всех других городах. Я люблю Варну. Тут просто написано Варна, а то это уже набило оскомина. Я люблю каждый город. В каждом городе уже это есть. Красиво поют птички. И посмотрите, как интересно. Там вдалеке светится этот планетарий. Болгары говорят планетариум. А мы сейчас с вами пройдем левее этой надписи. Там вот есть такой вот парапетик и скамейки с очень красивым видом на море. Пройдем. Сейчас вот вы рассмотрите во всей красе морского казино. Оно конструктив свой не меняет уже более 60 лет. Только внешний марафет. Вот это такая винтовая лестница классическая. И вот эти вот украшения парковые, видите, вот они еще с тех времен. Здесь опять снова у нас тис ягодный. Видите? Тис ягодный. Красивый. Скамейки такие классические. Да, и вот вид на морское казино. Классический вид на морское казино. Я, наверное, сейчас остановлюсь, сделаю фоточку, и потом мы пойдем дальше. Идем вниз, вниз. Уже чувствуется запах моря постепенно. Очень здорово. Сейчас такое переходное время. Начинают распускаться почки. И очень красиво. Деревья не заслоняют вид. Что в деревьях есть своя прелесть, но когда мне нравится еще и осень и ранняя весна. А деревья не перекрывают вид фасадов зданий. Сами вот эти панорамы. Сейчас оно как бы насквозь все просматривается легко. Очень здорово. Мы сейчас подходим к этому парапету. Это как бы вторая аллея. А вот морское казино, видите, оно закрыто. Можете понаблюдать его во всей красе. Здесь раньше, в те времена, соц называли. Тут называют соц. Ну, когда был Советский Союз. Да, вот там в глубине видна терраса.
На ней играл джаз-оркестр. Люди танцевали, была танцплощадка. Эстрада осталась, все осталось, только нету джаз-оркестра и нету того ощущения праздника, который был раньше. Знаете, какая-то была особая атмосфера социальная. Сегодня ее, к сожалению, нету. Мы подходим вот непосредственно близко к этой террасе Морского казино, и мне по кайфу, мне нравится, знаете, никого нету, как такое вот межсезонье, видите, как столики пустые. Сегодня будний день. Вот Морское казино вам, его внешний вид. Тихо, музыка не играет, никого нету. Хорошо. Хорошо. И вот парапетик и скамейки. Это очень старый парапет. И вот такая интересная беседка. Она, правда, чуть изменилась. Вот видите, там беседочка такая, как бы. И вот такой вид нам открывается сверху на море. На береговую линию, усеянную всякими кафешками и барчиками. До нас легко доносится шум волн. Неумеренный такой, умеренное волнение, такое классическое морское, рабочее, скажем так. Там виден нос Галата, называется, вдалеке, Морское казино. И за ним наш Куба, в котором мы были с вами. И здесь вот слева, я забыл, как называется, мы с вами снимали оттуда или с этого, я уже не помню, с какого заведения мы снимали вам красивый пейзаж. А вот с этого, рядом с морской террасой, который, да, в непосредственной близости. Вот такой вот вид открывается. Очень красивые деревья, очень красивый вид, классический. Прямо я не могу удержаться. Сейчас остановлю камеру и буду делать фотографии. Нет, мы еще пройдемся, чтобы вы ощутили такую иллюзию присутствия. Вот тут еще такие скамеечки, где можно присесть, отдохнуть. Туда дальше и вперед виднеется эстрада, летняя эстрада. Она очень давно без изменений. Называется «Раковина». Да. И вот эта часть Морского казино тоже такая винтовая лестница. Вот посмотрите внимательно, правда чувствуется такой дух того времени, уют какой-то вот особенный вот у этой постройки есть. Потому что раньше люди строили и разрабатывали для людей, но не для бизнеса. Сегодня все делается ради денег, и поэтому все страдает. В нынешних новых постройках, домах, новостроях нет души. Абсолютно нет души. Потому что на первом месте прибыль. О, какое интересное сооружение. Видите, как здорово. Очень спокойно здесь и красиво. Очень красивая растительность. Вот тут такая дорожка. Посмотрите, как интересно вниз. Видите? Оп. Можно спуститься аккуратно. И тут такие скамеечки. Можно присесть. Только вид не очень-то, потому что перекрывается береговая линия заведениями. Но это еще не самый худший вариант. Вот какая растительность, вечно зеленая. Видите? Интересная какая. Птички поют. Вон там вдалеке фонтанчик. Красивый. Очень журчит. А мы сейчас начнем делать фотки здесь. Вот такой вам маленький привет со второй пляжной аллеи центра Варны. До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч.
Вот хотел снять этих культурных людей, я снимал вот вид, и они увидели меня с телефоном и остановились. Представляете, я сделал фотку и махнул им рукой, и они мне помахали в ответ. Очень-очень приятно. Знаете, вот такое радушное радушное общение, чуть не сказал дистанционное, это противное слово. Радушное, приветливое отношение, восприятие окружающих тебя людей. Это очень здорово. Очень здорово. Вот вам вид на морское казино. И вот люди меня увидели и быстренько решили пройти, чтобы не мешать мне. Сейчас дождя нету, но такое легкая морось. Даже не плая чебаняцкая для молдаван, такая легкая морось. Я снимал сейчас фотки и не удержался от того, чтобы снять видос. Эта камера не рассчитана для видео, она трясет. И поэтому простите меня за вибрацию. Вот такие вот красивые скамейки. Здесь и такой парапетик, и вид открывается с этого места, вот с места скамеек на море. Видите, как его немножко слегка портят вот эти постройки баров и кафе. Но все равно шум моря не заглушить и не испортить. И вот там вдалеке, видите, виднеется сейчас, если у меня получится приблизить, я покажу, я там был сейчас. Ну, где Приближалово? Блин, нету. Вот Приближалово. Вот оно. Ага. Вот там я был, видите, вот вдалеке. Очень даже мило. И да, вот там, но там не видно. Последнее видео или предпоследнее с этого места было снято. И вот посмотрите, как аж через просвечивается море через окна. Ляпота. Полный релакс. Особенно в это время, мое любимое время, переходное, когда еще не темно, вечер, солнце садится, не знаю, камера не сможет передать всю красоту облаков и неба. Но очень мило. Морское казино, безлюдное, навевает романтику, хочется вспомнить что-то хорошее, романтичное, молодость, любовь. А мы и сейчас молодые. Мне лично, вы знаете, что мне 28 лет исполнилось в том году. Но выгляжу я на 54. Да, вот входная часть морского казино и бульвар Сливница, который заканчивается и соприкасается с входом в морской парк. Посмотрите, вот там вдалеке, не знаю, если будет видно, как на скамейке падает закатный свет солнца. Просто прелесть. Просто прелесть. Слов нет. Да. Очень красиво. Там вдалеке виден планетарий. Вот такая вот морская градина. Ее центральная часть. Она длится туда. Очень далеко. Вот это вторая пляжная аллея. Там очень красиво. Раньше здесь ходили паровозики такие прогулочные. Сейчас их нету. Блин, и нету здесь этих велосипедов четырехколесных. Я бы с радостью сел бы на него и проехался бы эти пресловутые 5-6 километров до конца. Вот туда, вдаль, где вот бар Хавайи. Я что-то, надо будет не узнать, может что-нибудь такое есть, передвижное средство для меня. Потому что на самокате я не смогу, не справлюсь. И снимать, и ехать. Да, если огрохнусь, то уже надо будет и руки реставрировать, не только ноги. Вот на такой позитивной ноте вот мы продолжим, может быть, еще репортаж наш. Конечно же, я не могу остановиться. Я присел тут вот на лавочке и решил поснимать морское казино с этого ракурса. Хочу, чтобы вам передалась та атмосфера спокойствия и романтики, которые сейчас я испытываю. Вот люди, видите, как даже мужчина в шортах, в этой футболке, и вот он дает уроки фотографии своей подруге. Все снимают, видите, как они правильно снимают. Они держат телефон горизонтально, а не вертикально. Обратите внимание. Вот. Это радует. Вот особенно вот та девушка подошла.
Она держит вертикаль, телефон правильно, вот она. Да, люди гуляют. Вот Морско казино. Я вот люблю заходить в помещение, когда никого нету вечером, если есть возможность, или вот такие террасы. Я как будто переношусь на 50 лет назад. Знаете, сейчас вот смотрю, и я прищуриваюсь и вижу там танцующие пары, слышу джазовый оркестр, звон приборов, знаете, тарелок, вилок, как люди сидят, беседуют, как они красиво одеты. Вау! Загорелись фонари прямо на нашу камеру. Вот это лафа, вот это нам повезло. Представляете, мы уловили этот момент. Прекрасно, прекрасно. И вот такой вот вид открывается отсюда на бульвар Сливница. Там вдалеке виден варнинский хит, отель «Черное море». Брат-близнец отеля нашего кишиневского «Интурист», потом «Националь», сейчас неизвестно что. Я говорю наш, потому что я из Кишинева, а кто не из Кишинева, уже знаете, что это отель «Черное море». 22 этажа, наверху есть кафе, ресторан. Я туда еще не поднимался. Кофе там было по молдавским меркам 25 лей. В еврох это 1 евро 25 центов кофе. Да. А там вот спуск тоже вот аллея уже к центральному входу на пляж городской. Вон загорелась красиво загорелась надпись «Морско казино». Видите, такая голубая, сине-голубая, красивая, с таким шрифтом старинным. Очень мило, замечательно. Прошу прощения за тряску, но я хотел снять этой камерой, именно Google камерой, а не встроенной, потому что встроенная слегка срезает кадр из-за своей стабилизации. Но я сижу на месте и думаю, что это незначительная уже будет тряска, уже такая терпимая вибрация. Это не тряска, а вибрация. Просто хотелось охватить вот такой, поймать такой кадр, чтобы было все видно Морско казино. Видите, как здорово, как уютно. Там вот лестница та винтовая, задняя лестница. Вот здесь вот видите, передняя винтовая лестница. Более 60 лет не меняется конструкция. Она в первозданном виде. Очень красиво горит подсветочка. Ау! Просто ляпота. Вот так вот. Вот как оно сегодня здесь. И такой вид, хоп, и такой вид отсюда открывается на море. Вот непосредственная близость. Тут и 100 метров нету до береговой линии. Ой, хорошо дышится, море. Вы меня спрашивали, можно, не можно приехать, как. Границы, дорогие друзья, открытые. Можете делать тест, можете не делать. Он делается на таможне за определенную сумму, которая меньше назначенной цены. Потому что не должно быть это делаться платно. Никогда это не делалось раньше платно. Сейчас это не хочу это комментировать на фоне такой красоты. На этом я уже, наверное, позволю себе с вами попрощаться. Сейчас. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Видите, у меня лицо немножко такого красновато-желтоватого цвета. Это за счет фонарей от морского казино. Красота. Тихо, только шум волн. Замечательно. Но я потом вам расскажу, почему я здесь. Потому что многие путают. Ну и правильно, что вы радуетесь фотографиям, видео. Но я здесь совсем не для отдыха и не для того, чтобы делать фотографии и видео. Я пытаюсь решить свои проблемы со здоровьем, но об этом отдельное видео, чтобы не смешивать и не портить вам впечатление от такой красоты, которая нас окружает здесь. До новых встреч, дорогие друзья. С любовью и уважением к вам, дорогие мои. Ваш оператор Эдик из Кишинева. С приветом из Варны. Еще один маленький нюансик. Скамейки с подсветкой, посмотрите. Лафа. Офигительно. Смотрите, как подсветка, чтобы не ошибиться. Вот. Красота у подножья Морского казино.
Супер. Вот она, видите, подсветочка под скамейками. Ахахаха. Красотень. И вот там вдалеке виден планетарий. Вот оно. Как мне нравится это морское казино. Офигительно. Вот примерно вот один из домов моих должен выглядеть именно так. А почему столько много места мне надо? Чтобы принимать многочисленных гостей и зрителей в гости. Да, чтобы было гостеприимно, тепло и уютно. Никак не иначе. Но не для себя любимого, конечно. Зачем одному человеку столько богатства? Хотя говорят, что самая большая проверка — это деньги, то есть богатство и власть. Да. Вот такой вот красивый вид на бульвар Сливницу, отель Черное море и мое любимое морское казино. Офигительно, просто ляпота. Хочу немножко вам поснимать видео и камерой, потому что здесь стабилизация есть у меня. И вот сделать такой легкий обзорчик морского казино, плавный, чтобы вы насладились его красотой, насколько это возможно посредством камеры, конечно, под шум волн. Хорошо, что нету музыки, которая перебивает волны. Я слышу волны, не знаю, как вы, так отдаленно, может быть, вы тоже услышите. Очень тихо прошел легкий дождик, и вот снова хочу вам показать скамейки с подсветкой. Насколько это мило и с любовью сделано. Я раньше видел только автомобили с подсветкой днища, а сейчас еще и скамейки. Вот Приморская аллея. После дождя вообще лафа. Ну, дождик такой легкий прошел. И море. Хочу продолжить, насколько это возможно. Вот, посмотрите, скамеечки с подсветкой у парапета обзорного. Вот скамейки с подсветочкой. Как это мило. И хочу приблизиться к морскому казино. Я говорю казино, но на болгарский манер, потому что уже многие из вас выучили слегка болгарский. Посмотрите, как мило. Оно не работает, но фонарики зажгли возле столиков. Очень мило, правда? Очень мило. Пустая такая безлюдная терраса. Пустые столики, свободные стульчики. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая прелесть. И вот калитка. Видите, как на эти якорьки такие сделаны, чтобы все было в стиле, все как положено. Здесь вот есть пандусик такой для инвалидов. Видите, все сюда могут инвалиды на колясочке подъехать. Вот как здесь красиво, посмотрите. Морское казино, терраса. Очень милое строение. Очень красиво. Да, здесь в Варне особая атмосфера. Уют и спокойствие, чего нету в других городах, в частности в Кишиневе. Вот здесь центр, но нет никакого напряжения, нету шума. Здесь вот здесь вот под колоннадой аккуратно проходит тоннель Приморского бульвара. Ага, давайте посмотрим на морское казино с этой точки. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая красота. Какой красивый шрифт того времени сохранили. Видите, как мило. Сейчас вечер. Такие вот сумерки. Очень даже красиво. Да,
колоннада с подсветкой, естественно. Но еще не загорелись все прожекторчики. Оп, опять мы стали свидетелями. Загорелись еще прожекторы здесь у Морского казино. Стало еще милее. Намного милее стало. Я, наверное, не удержусь. Сейчас сделаю пару фотографий. Отойду и сделаю пару фотографий. Потому что такой шанс упустить нельзя. Именно такое освещение переходное. Когда еще небо освещено последними лучами заходящего солнца. И загорелись фонари. Это просто прелесть. Вот мы отходим. Вот с этой точки я сниму фотографии. Всем, кто хочет получить фотографии лично в полном размере, найдете меня на Фейсбуке. И там через файлообменник я вам смогу послать в оригинальном формате все фотографии. Под завершение вход в Морскую Градину вам. Вот за нашей спиной только что мы снимали Морскую Казино. Вот фейка. И там, где не видно, мой любимый ресторан БМ. Там никогда никого нету. Пустой зал, красивый интерьер. Камины газовые, подушки. Мебель красивая. Кто курит, можно курить. И такой красивый бульвар Сливница вечером. Насколько это можно передать через камеру телефона. Любимая гостиница Одесса, которая сейчас на реставрации и не работает. И бульварчик наш, Сливница. Вот он. Ну все, на этом до новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч.